Мы приезжали лишь на время, но изменились навсегда. Все и каждый миг здесь проведенный мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Королевство Иордания. Это коралловые рифы залива Акаба, целебные пляжи Мертвого моря и древнейшие памятники культуры. Иорданию и Россию разделяют почти 6000 километров и 6 государственных границ. Но это всего лишь сухая статистика. Здесь всегда рады русским туристам. И многие даже говорят по-русски. Это еврейство король Абдулла II. Это король хашимистского королевства Иордания. Этот наследник короля принц Аль-Хусейн. Этот пусть земля ему пухом его величества Аль-Хусейн ибн Талал, бывший нашего короля. Это семья короля, отец, дедушка и прадедушка. А все потому, что даже в королевстве Иордании есть выпускники наших, российских вузов. Мустафа Навейси очень гордится своим русским дипломом и всегда с теплотой в душе листает альбомы с фотографиями своих студенческих лет. Меня зовут Мустафа Аль-Навайсих. Я 70-го года рождения. Имел честь приехать учиться в Советском Союзе и учился в университете Дружбы народов, которые раньше назывались Российский университет Дружбы народов имени Патриция Лумумба. Поступил в 1987 году на подготовительном факультете. И было желание сразу у меня поступить на юридическом факультете. Хотелось поехать учиться в России. Какие влияния от меня? Хоть я был первый в школе. Я по-русски-то, то есть я получил на пятеркам с отличием. Была у меня очень возможность куда-то поехать, в Англию, в Америку, куда-то поехать. Я отцу сказал, хотел учиться в Советский Союз. Что-то меня тянется. Но поскольку в том возрасте, сколько было мне, это было 17 лет, мне очень понравилось. Российские характеристики, русская культура. Отец у меня, он очень умный человек, тоже он очень образованный, юристом тоже. Пусть земля ему пухом, он очень умный, демократический. Он сказал, это твой будущее. Страна великая, страна прекрасная, страна к арабам очень хорошо относится. Очень много студентов из Иордании именно учатся там. И по характеру русский ближе к нам. Я ему сказал, я буду учиться на юридическом факультете, но специализация будет у меня по дипломатии. Обещаю, папа, что у меня по дипломатии, но сначала я хотел бакалавра, чтобы было у меня как юрист. Он сказал по-арабски, иншаллах, все, по-русски, иди вперед. Когда я приехал, было мне 17 лет. Еще ребенок считается, по нашему пониманию. Приехал, это было вообще для меня все дикое. Культура другая, язык другой. Все для меня другое, погода другая. И честно, вот
для восточного мужчины нельзя слезы, чтобы они появились. Честно, первые 2-3 недели слезы появились и глаза у меня. Чё я попал? Почему я попал? Почему я не у себя остался учиться там? Язык не знаю, друзья у меня нет, живу в общежитии. Старший преподаватель нас разбудит в 6 часов. Учитесь или не учитесь, езжайте к себе домой. Старший преподаватель, он был строго, как отец к своему ребенку. Я его уважал. Я чувствовал, он был за нас. Поэтому мы учились на отлично, и было прекрасно, и было очень хорошо. То есть были очень сильные преподаватели. Очень прекрасно, очень хорошие. Честно, когда я приехал 17 лет, задача была у меня учиться русский язык и поступать на юридическом факультете. Это самое главное для меня. И появилось у меня, скажем, иногда свободное время. Ходил, конечно, в спортивном зале. Плавание, хоккеисты, ездили в метро, в библиотеку ходил, на Красную площадь ходил, на Большой театр ходил, в ГУМы ходил. То есть, поскольку у меня, как я сказал, ребята советские, всегда они со мной, и мне очень помогают. В библиотеке очень тоже много ходил, и любили в то время, скажем, после 2-го курса, я начинался учиться русские культуры. Толстой, Пушкин. Вот это настоящее, когда чувствует российскую культуру по русскому языку, отличается от первого. Я примерно Толстой 2-3 раза, 4 раза читаю книжку. И иногда было у меня с ребятами так, в лес ходили шашлыки, лесные шашлыки. Я не знаю, я так правильно сказал, на лесном шашлыке. Ну, очень хорошее время так прошло, вот 20 лет назад. И когда я кушал картошка с окорочки, это было очень вкусно. Когда борщик, столичный салат, зелень, рассол, огурчики, вот это маринованные, помидоры, очень прекрасно. Любили, честно говоря, борщ, хоть это не русские блюда, но в России любили столичный салат. Поскольку ездил, когда с отцом, в европейских стран очень много. Для меня не было, понимаете. И я тебе скажу, вот русский народ ближе к восточному, кстати, по характеру, по доброту. Это зависит от человека. Но я не чувствую разницы примерно. По российскому, скажем, традиция гостеприимная. Смотри, я был в Лондоне на повышении квалификации. Я имел честь, конечно, на 6 месяцев повышения квалификации в Лондоне в дипломатической академии. И что интересно там, кто приехали ребята, которые не говорящие по-английски, и попал в группу, где ребята советские. Я только видно араб, который по-русски не разговаривает. Они между нами, кто приехали, я говорю, ребята, я свой, я по-русски разговариваю. Я уверен, ребята, давайте мы будем в разных группах. А если я с вами буду русский язык, я буду для меня повышение квалификации русским языком, а для вас повышение квалификации по-русски. Давайте в разные группы. Это было, конечно, в Лондоне. В то время не было никакой, скажем, это русский, это белорус, это казах, это таджик, это грузин, это армянин. Это надо общаться, кто говорящий по-русски. И Бог мне помогал, я попал в 6-м блоке. С ребятами, один из Казахстана, Сензенбай Акаев. А я не смог ему сказать Сензенбай, поскольку трудно для меня. А я их всегда называл Саша. А второй Юрий Степанович Сеханосик из Беларуси. Мы жили в одной комнате. Очень хорошие ребята.
И, кстати, они сейчас очень хорошие посты занимаются. Саша Акаев очень большой человек, который бизнесом занимается. А Юрий Степанович, он сейчас полномочий министр посольства Беларуси в Москве. Если, конечно, он меня увидит, и Акаев Саша увидит, я им большой привет передам. Мои очень близкие друзья, и я их уважаю и люблю по-арабски. Получили вот это дипломы, и магистратура, и аспирантура. Приехал сюда, конечно, было очень много у меня вариантов, но поскольку моя специальность ближе к дипломатии, назначили меня первый пост проректором в дипломатической академии и преподаватель по дипломатии. И после этого, поскольку образование у меня юрист, и международник, и история международных отношений, создали Конституционного суда Иордании. И меня попросили, чтобы стать генеральным секретарем для Конституционного суда Иордании. Но я не буду остановиться на этом месте. Я думаю, будущее еще впереди. Если будешь стать настоящим руководителем, ты должен общаться с людьми по прямую. А если будет тебе охрана туда-сюда, сопровождаете, это не твое место. Значит, тебя не любят. Поэтому я думаю, вот этот успех для страны, успех для начальника, успех для души. Я почти каждый год бываю в России. Скучаю всегда. Скучаю по друзьям. Когда я приеду в Россию, сначала встречаюсь с моим бывшим преподавателем. Люблю с моим одноклассником встречаться. Сидит, болтает, рыбалку, на Красную площадь ходит, на Большой театр ходит. В Подмосковье люблю ходить, в баню ходить с моими друзьями. Скучаю сильно по России всегда. Честно, университет дружбы народа – это идеальный университет, это хорошее образование, хорошие условия, хороший, сильный преподаватель. Условия все для студентов очень хорошие, это которые я заметил в 1987 году в Российском университете дружбы народов. И если они меня увидят, я передам господину Филиппов очень большой привет, президент университета, который мне давала очень много вопросов. У меня только 2 раза, кстати, слезы появились в России. Когда я приехал и когда я уехал. Когда я приехал, мне тяжело. И когда я уехал, не хотел уехать. Поскольку стало у меня друзья. Стало все общество у меня друзья. Культура. Все я узнал. Если в себе находится любовь и мир, конфликтов не будет. А кто этого делает, ни любовь, ни мир не хотят. Я честно сейчас буду вам сказать. Я сильно очень люблю Россию. Сильно. Как Иордания люблю Россию. Иордания моя страна, и Россия тоже для меня страна. Страна, которая мне давала образование, давала мне друзей. Мы приезжали лишь на время, но изменились навсегда. Все. Россия всегда была и есть, и будет страна возможностей. Любовь к России, к народу России. Вас люблю.